Самое последнее наше упражнение. Здесь вот мы максимально делаем так, чтобы было похоже на натуральные ресницы. Соответственно, расставляем это тоже уже на глаза манекену, чтобы мы видели, как это все происходит. Для первого ряда можно взять 2 слоя для того, чтобы расстояние было от кожи, скажем, манекена до ваших ресниц, чтобы не было такого, что ресницы лежат. Вот здесь вы сейчас видите, что ресницы у меня вообще не касаются поверхности. И мне никак не мешает выделять. Выделяется просто отлично все. То есть раздвигаются ресницы как надо. Никаких проблем вообще нет. Наращивая какой бы то ни было ряд, вы можете опять же проявлять фантазию. Где-то подлиннее ресницу ставить, где-то покороче, где-то там рядом, где-то подальше. Так, чтобы у нас в итоге получился глаз, похожий на глаз человека. Также вы можете экспериментировать с количеством рядов, с густотой, с разными эффектами, изгибами. В общем, самый лучший способ тренироваться без модели.